очень много изменилось, мир меняется. Нам надо это принимать и адаптироваться. Всем привет, меня зовут Лиза Счастливая. Я в Панаме уже 14 лет, с 2009 года. Я сюда приехала из-за, скорее всего, родителей, которые меня сюда привезли. И я тут осталась жить. Я сделала здесь свою карьеру, закончила учебу homeschool онлайн и работаю. Я профессиональный спортсмен, я работаю лошадей, я прыгаю лошадей уже 18 лет. Я трехкратная чемпионка Панамы. У меня свой цветочный бизнес. И проработала лет 8 моделью. Вот как-то так. Краткая информация. Круто. Коротко мне. Первый вопрос к тебе очень важный. Скажи, пожалуйста, почему Панама? Столько много стран в мире. Почему Панама? Это на самом деле история очень веселая. У моего папы был хороший друг, который любил ездить по странам и рыбачить. Он когда-то съездил в далеких 2000-х в Панаму и сказал, что рыбалка тут самая замечательная на свете. Мой папа очень быстро решает вопросы. И так как уже в России, наверное, была ситуация, может, и политическая, и экономическая не совсем комфортная, то был уже какой-то вариант, чтобы переехать куда-то. Вот. И так как друг сказал, что рыбалка тут замечательная, папа сказал, что значит туда едем. Собираем вещи, продаем все и едем. Едем в Панаму. Мы приехали сюда. Я прям помню, как мы собирали, у нас было 2 чемодана книг русских. У нас было мало вещей, но много книг. Мы приехали сюда без языка, ни почти английского, ни испанского, ничего. То есть мы не могли понять в супермаркете, что такое соль, что такое сахар. И вот как-то так, вот такая вот веселая история, то, что переехали. И потом, получается, мы переехали в 2009 году. В 2010 году мой папа уезжает, и моя мама остается здесь со мной и с моим младшим братом. И так мы тут выросли и остались. 2010 года? Да. Круто. А тебе сейчас сколько лет? Мне 23 года. 23 года. Да. То есть ты школу здесь заканчивала? Онлайн. Онлайн? Я никогда в школу. Потому что я тренировалась много. Я тренировалась и работала. А сколько языков знаешь? Я говорю на русском, на английском, на испанском и чуть-чуть на украинском. А родилась сама в Украине? В Москве. В Москве. В Москве. Часто возвращаешься в Москву? Нет, я по политическим моментам не могу вернуться в Москву. Хорошо. Но очень хочу и очень скучаю. Очень жду, когда смогу. Когда в Москве? Да. Я понял. То есть вы сейчас здесь живете с младшим братом, с мамой? Младший брат у меня сейчас учится в Нью-Йорке. Он в университете там. Я живу и работаю здесь. У меня мама путешествует по миру. И у нее есть здесь дом, но она в основном путешествует. Так что ее... Тяжело вообще было здесь обосноваться? То есть найти работу и так далее? Наверное, в моем случае это, как я не могу сказать, что тяжело, потому что я приехала как ребенок. То есть это совершенно другое. То, что мне надо было создать это все. То есть, мне кажется, тут не тяжело, если ты знаешь, что ты делаешь. То есть у меня есть много знакомых, которые сюда приехали уже, скажем так, после 30 и спокойно нашли работу. То есть, но они специалисты в своем деле. Ну, они наемные сотрудники. Наемные есть также, которые открыли компании, предприниматели, которые открыли компании здесь, да, SA. В моем случае это было чуть-чуть по-другому, потому что я приехала как ребенок, и я сама вокруг себя все это взрастила, скажем так. То есть я сама находила контакты, я сама создала компанию, я все вот это вот строила как-то сама. Ну как тяжело вот это было делать вообще? Тяжело. Ну как ты это, не просто. То есть ты это самостоятельно, либо тебе мама с папой помогали, как это происходит? Наверное, в какие-то моменты финансово.
на обучение какое-то, там еще что-то, то есть, да. А так все документы, все папелес, как называется, я делала сама. Ну, то есть юридически ты сейчас здесь гражданинка Панамы? Я официальный резидент на всю жизнь Панамы, и сейчас я подаюсь на паспорт Панамы. У меня буквально на следующей неделе уже интервью, кстати. На испанском проходит интервью. Да, на испанском, конечно. Надо знать гимн, надо его спеть. Историю знать. Да, Панамы. конечно. Хорошо. А если ты не сдашь этот экзамен, скажем так, интервью, то, получается, ты не получишь гражданство? Да. Ну, ты можешь податься еще пару раз, но в теории я должна знать. Хорошо. Я в этом очень уверена. Круто. Так расскажи, пожалуйста, ты говоришь, цветочный магазин у тебя? Да, цветочный магазин, но он онлайн. То есть ты не можешь прийти физически туда, ты можешь заказать цветы. Вот, расскажи про этот бизнес. Как у тебя пришла идея вообще открыть этот бизнес и как его тяжело вести? Хорошо. Идея пришла очень интересно. У меня было долгие отношения, молодой человек, 4 года. И каждый раз, когда он мне дарил цветы, я просто хотела перекреститься со свечкой, пойти в церковь, потому что это были самые страшные цветы на свете. Это была какая-то новогодняя елка. Я думаю, спасибо. Но я думала, что, ё-моё, что это такое? Одуванчики лучше, да? Я думаю, просто бы хоть один цветок подарил, уже бы лучше было бы. И я поняла что это тут гигантская проблема. То есть это не так, как в России, что на каждом углу у тебя цветочный магазин, к примеру, где ты везде можешь купить цветы. А тут с этим проблема. Чтобы найти красивые цветы с хорошей доставкой вовремя, которые... Тут нет круглосуточной доставки. У меня я единственная в Панаме, у кого круглосуточная доставка букетов. Я поняла проблему, и потом, когда я уже рассталась, я решила решить свою проблему и решить проблему многих людей. Нашла проблему, расковырялась и открыла цветочный магазин. Да, я отучилась, я ездила в Колумбию учиться на флориста, декорировать свадьбы, делать все. То есть с цветами я могу сделать все, что угодно. То есть я могу здание, все. Окей. А закупаешь ты эти цветы где? Цветы, если на ежедневные заказы, это они закупаются в Панаме, которые уже привезенные, в основном они привезены из Колумбии, Мексики, Нидерландов, некоторые. И получается как, мы покупаем, наша вся фишка, то, что это мы продаем самые свежие цветы, которые только что привезли, которые только что из самолета приехали. Поэтому они стоят долго, они стоят больше 2 недель. То есть у нас нету холодильников, которые где цветы стоят, и нам надо продать. Нет, у нас такого вообще, у меня нету такого. У меня есть заказы, и как заказ поступает, тогда мы уже забираем цветы с самолета. То есть у нас нету... То есть сегодня надо в течение 2-3 часов мы можем сделать, зависит от какой большой. Окей. Но если это большое мероприятие, которое, как, скажем так, свадьба, день рождения, там, gender reveal и так далее, то, конечно, мы заказываем цветы уже мы смотрим на локации и уже размеряем, сколько цветов заказать и откуда. Но все-таки, как ты нашла этих поставщиков? Через интернет? Как ты на них вышла? Интернет, да. Через интернет? Да. Искать, ходить, говорить. И говорить всем. Всем знакомым, которые даже вообще не связаны с цветами, я всем говорила, и кто-то там от кого-то там что-то мне какую-то информацию передавал. Мне кажется, это в любом бизнесе так надо. Надо быть чуть-чуть занудой. То есть, когда ты начинаешь что-то, надо быть чуть-чуть занудой, то, что ты через кого-то, ты все равно вот этот один контакт ты найдешь. Вот ты всем своим друзьям должен рассказать. Всех людей вот ты сегодня там встретил, ты всем должен рассказывать. И вот этот человек какой-то один будет знать кого-то другого, а тот кого-то другого, и цепочечка так выстроится, то, что тебе дадут этот контакт. И так я нашла. В принципе, я просто очень много говорила всем. Я просто всем рассказывала свою идею, то, что я хочу построить. И
на самом деле-то никто не так уж и помог. Все слушали, но говорили, что типа, о чем мы тут с цветами? Мы не знаем ничем, мы тут рестораторы. А я говорю, ребят, ну замечательно, что вы рестораторы. Я говорю, я вам ресторан украшу. Я говорю, что если контактов-то нету, я тогда буду, запомните меня. Потому что когда у вас будет мероприятие, вы мне напишите, я вам украшу весь ресторан. И так и произошло. То есть это просто надо набираться контактов и их использовать в разных моментах. Ну, по сарафанному радио тебя сейчас уже находят. Да, конечно. Сейчас уже да. А вначале это просто бла-бла-бла-бла-бла. А вообще постоянные клиенты, такие крупные компании есть у тебя? Компании нету, но мы сейчас хотим. Единственное, что в этом бизнесе очень тяжело, потому что это очень эстетичный бизнес. То есть тут нужен взгляд и руки, скажем так, не с того места, не с пятой точки. Поэтому это, конечно, проблема любого бизнеса — найти хороших сотрудников. Вот, с этим у меня чуть-чуть уже получилось продвинуться, то, что у нас есть девчонки наши, которые делают. То есть я могу быть на другом конце света, и тут все уже работает, функционирует. Они работают, это панамки? Нет, наши. Наши. Я понял. И сколько в штате у тебя сотрудников? 2? Окей. Но понятно то, что когда, если это свадьба, вот у нас сейчас будет свадьба где-то через 5 недель, по-моему, то там будет уже 11 человек. Ага. То есть, но это уже наемные, но это больше, то есть это надо понимать, это не люди, которые будут делать сами цветы, это больше как кто будет убирать, кто будет резать цветы и так далее. То есть, ты по факту мероприятия заказываешь этих людей? Нет, у меня заказывают. Не-не, я имею в виду людей, помощники да, по факту конечно, мероприятия. да. То есть на большие какие-то, да, конечно. А так вот на штабе 2. Да. Все, я понял. А русскоговорящих вообще в Панаме много? Что значит много? Ну, какое количество, как ты считаешь? Кто-то говорит 5 тысяч, кто-то говорит 10 тысяч. Твое мнение? Я думаю, сейчас 10 тысяч есть. 10 тысяч есть. Я думаю, есть. Есть тут какой-то По комьюнити? всей Панаме. Ну, если не считать город, а всю Панаму, 10 тысяч точно есть. Комьюнити какой-то есть, где собираются, встречаются? Да? Да, есть довольно большое комьюнити, есть совершенно разные комьюнити. Есть комьюнити, где там больше мамочки, скажем так, с детьми, есть бизнес-вумен, есть бизнесмены, есть где просто вот все собираются в каком-то городе. То, что мы все раскинуты по Панаме, это, ну, я просто живу в Панаме Сити, так же, как и ты. Но есть также комьюнити там в Коронадо, в Пукете и так далее. То есть это... Но много, да. Я, честно, не участвую очень много в таких комьюнити, потому что у меня и так вот жизнь сумасшедшая. Но да, конечно, да, есть. Есть, и очень часто, наверное, я больше ищу в таких комьюнити, может, в Фейсбуке, там еще что-то, которые я особо не использую, но есть группы, где можно найти типа клевую информацию, когда что-то надо. И это упрощает чуть-чуть жизнь. То есть можно что-то спросить, и сразу там все напишут что-то. Ну, то есть о базовых каких-то вещах. Ну, типа, куда там, не знаю, сходить, там, что, где найти, там, такие вот моменты. А русскоговорящему вообще тяжело принять панамский менталитет? Да. Тяжело. Но это зависит от человека, потому что есть люди, как я, которые очень быстро адаптируются, а есть люди, которые не воспринимают, то есть они не могут, как на английском это называется open-minded. И таким людям везде будет тяжело. Неважно, где они, в Панаме, во Франции, в Австралии, в Америке, но им везде будет тяжело. То есть если есть вот эта открытость, мне кажется, 100%, ты везде, ты выдержишь, ты адаптируешься. Просто Панама, у нее есть очень специфические, как у каждой страны, свои штуки. Ну, ты их просто принимаешь и говоришь, что спасибо, страна, что приняла меня. Что, в принципе, ну, я до сих пор, меня выбешивает то, что все опаздывают всегда. Все опаздывают. Да.
Так все с всегда... этим уже надо смириться уже за столько Ну лет. вот 14 лет, а я не могу. Я всегда раньше всех прихожу. Даже на чьё-то день рождения я раньше, чем именинник прихожу, потому что не могу. Но вот такие штуки, ну то есть это мелочи. Конечно, иногда это бесит, но в то же время, мне кажется, это просто, ну, какая-то вот такие штуки, они всегда будут. Хоть ты где живи, такие штуки всегда будут. Окей, если мы затронули минусы, то какие еще минусы есть? Минусы. Ой, наверное, для многих людей будет климат, но для меня это на самом деле вообще не минус, потому что я была в больше 40 стран, и это просто вот очень индивидуально. То есть кому-то тут офигенно, кто-то говорит, что не могу вообще, ну, просто тело не адаптируется. То есть для кого-то климат может быть минусом. Какие минусы? Ой, ну какие-то по мелочи на самом-то деле, потому что, наверное, лучше говорить о плюсах, то, что тут доллар есть. Окей, доллар есть. То, что мы используем доллар, Да. это замечательно. Мне кажется, это офигенная стабильность. То, что государство меняется каждые 4 года, это тоже стабильность. Потому что даже если оно плохое, то через 4 года оно поменяется и, может быть, будет еще хуже, а может, будет лучше. Но хотя бы вот есть вот эта вот часть. Плюсы, ну, это Центральная Америка. Отсюда легко долететь хоть куда угодно. Ну, то есть тут прямые рейсы вообще по всему миру. То есть, мне кажется, это нереальный плюс, то, что ты из Панамы, ну вот, хочешь в Штатах, хочешь, ну, в Северную Америку, хочешь в Южную Америку, хочешь в Европу, хочешь в Азию, у тебя вот так вот в любую сторону ты летишь. Но если есть виза. Ну, тоже, ну да, но, конечно, но все равно. Тут очень просто получить ПМЖ. По какой программе? По инвестиции. По инвестиции. Да. Очень просто, быстро, легко. Какие инвестиции нужно? Есть вариант, если я сейчас не ошибаюсь, можно получить, там есть 3 варианта. Один через покупку недвижимости больше $300 тысяч. То же самое инвестиция в говерно, это как ты инвестируешь, скажем так, в город, чтобы на эти деньги там построили дороги, там вот использовали как в этой. И третье, я тебе не скажу, потому что я не помню, если честно. Пенсионная? Вот. Пенсионная виза, ну да, но это отдельная, но это не инвестиционная виза. И там еще есть третья, я себе сейчас не скажу, потому что я не хочу врать, какая. Также, да, конечно, пенсионная. Почему мы видим столько экспатов тут сейчас в пенсионном возрасте? Потому что у них тут очень много плюсов. Потому что они могут, весь Коронадо, это там все люди после 55-60 в основном. В основном. То есть, понятно, там есть и молодые семьи, но в основном это все там собрались, потому что у тебя пляж, у тебя там инфраструктура, в принципе, развита. То есть все магазины есть, что надо, везде найдешь. До города 1,5 часа. И туда очень много так вот ездит, да. Про налоги хотел у тебя спросить. Ты говоришь, у тебя есть бизнес. Ты платишь какие-то налоги? Да, конечно. И какой здесь налог? Тут по-разному. Где-то 8-9%. То есть можно выбрать или как? Зависит, какой у тебя бизнес. Потому что в Панаме есть разные... Это совершенно другой, мне кажется, диалог, как ты открываешь бизнес-компанию. То есть в Панаме можно открыть у меня SA. То есть это Sociedad Anónima. Это как ИП? Нет. Sociedad Anónima – это компания, где представляют твою компанию 3 человека. Неважно кто. И потом ты идешь уже как 4-й человек, который владеет этой компанией. Как учредитель, собственник. Да. И там очень много вариантов. Почему Панама? Тут все открывают банковские счета так просто, потому что тут очень просто открыть компанию. То есть, да, это, конечно, там
бумаги, там, ну, то есть не так, что за день ты открыл, бум, у тебя компания, у тебя банковский счет, нет, такого, к сожалению, нету. Ну вот, к сожалению, если нету, а в России такое есть, что ты можешь электронно есть, открыть. но не знаю, я не открывала ни разу там компанию, поэтому я не знаю. Я знаю то, что в России можно банковский счет открыть там в приложении, зарегистрироваться на следующий день, тебе карточку привозят там к дому. Окей, тут такого нету. Кстати, про карточку из минусов. Тут нету Apple Pay. И, ну, то есть ты с телефона нигде, как в той же Москве, не расплатишься, или в Украине, в Киеве. Да, в Москве Да. сейчас тоже не расплатишься. Ну, сейчас уже тоже, но, скажем так, тут еще скоро будет, я в этом 100% уверена, но вот в таких моментах, ну, это маленькие вот детали жизни, то, что, типа, телефоном не расплатишься, кто, может, привык, кому-то будет такое, типа, Проблемой. некомфортно. Типа, Я не могу нужно- карточкой расплатиться через Да. телефон, я поехал в другую страну. Да. Окей. По поводу вот школы, ты говоришь, в школе ты здесь не обучалась. Я была 2 года в школе, в Knightsbridge School International. Это британская школа. Если честно, я, как сказать, профукала ее очень много. Потому что я то ходила в школу, то не ходила в школу. Но у меня был период очень сложный в жизни тогда. И не было особо не до школы, а так я закончила американскую школу онлайн с американским дипломом. В университет я не пошла, потому что я уже тогда работала. И у меня как-то было нет университета. Поэтому, ну, то есть я всегда учусь постоянно. Мне нравится там изучать разные вопросы, как биохакинг, там тот же самый, еще что-то. И да, я точно хочу в своей жизни высшее образование, но это будет, мне кажется, после того, как у меня дети уже будут, потому что сейчас жизнь совершенно у меня другие какие-то Планы. И штуки. какие планы на первые 5 лет, к примеру? Ой, я уже не знаю, как говорить, потому что в этом мире сейчас, мне кажется, очень сложно оставить планы, потому что планы, которые были те же самые там 2 года назад, уже не совсем кайфовые планы. Потому что очень много изменилось, мир меняется, нам надо это принимать и адаптироваться. И, ну, как развивать бизнес, как сказать, какие планы? Планы могут быть масштабные очень, но просто, мне кажется, в этом мире сейчас о планах говорить это очень какой-то... Можно говорить о мечтах и что мы хотим. Но мечты могут мечтами остаться, Но... если не двигаться к ним. Нет, ну вот поэтому. То есть ты мечту ставишь цель, и ты ее достигаешь. Но мы прожили пандемию, мы понимаем то, что... Я не думаю, что все планы у всех в 2020 году, вот они, как сказали, в начале, и там в марте как все стукнуло, что они пошли точно так же. То есть это такое... Конечно, планы есть. Ну, есть Поделись, то, что поделись. хочется. Ну, какие планы? Хочу развить цветочный бизнес на международный уровень, чтобы это стало большой площадкой. Хочу сделать что-то а-ля курсов по биохакингу, конечно. То есть ты интересуешься там разными Биологией. биодобавками, да, и так далее. Конечно. Какая Да. сейчас в топе? Что ты Да нет, порекомендуешь? в топе, тут зависит, что себе надо. Это зависит, что тебе надо. Слушай, если в планах моих на самом-то деле я профессиональный спортсмен Да. вообще. Но у меня произошла авария 23 июля этого года. Меня сбил мотоцикл. У меня была... В городе здесь? Нет, в Грузии, в Тбилиси. Ага. Вот, у меня была операция на ногу. У меня сломанные были бедра. Они до сих пор еще такие взрастают. И, конечно, планы в плане спорта у меня покосились очень сильно. То есть, ну, я вообще ходить не могла. Я только месяц как начала ходить. Я была на коляске. Мне сказали вначале, что вообще ты не будешь ходить. Что у меня просто бедра в Это крошку. лечение проходило здесь или в Грузии?
В Грузии мне сделали... Ну, Операцию. я была в реанимации неделю в Грузии, потом мне сделали операцию, и потом я прилетела одна в Панаму, и здесь проходила уже и прохожу терапию. На сегодняшний день тоже проходишь? Да. То есть про планы такое, то есть я могу сказать про спорт, к примеру. У меня были планы, но не случилось. И, конечно, сейчас мне надо восстановиться и потом уже смотреть по факту, потому что тоже у меня возраст подходит. Так что в этих моментах, да. Окей. Какие вообще рекомендации можешь дать новым русскоговорящим, которые хотят прибыть в Панаму, здесь обосноваться, жить и так далее? Рекомендации такие. Куда смотреть? В какую камеру? В любую камеру смотреть. Рекомендация какая? Надо вздохнуть, выдохнуть и сказать то, что вы в новом месте, и сказать спасибо этой стране, что она вас приняла, и что она такая прекрасная, какая она есть. Никогда не будет просто. Всегда это тяжело. Любое вообще перемещение, включая любое даже путешествие на каникулы, это любой стресс. И, наверное, посвятить какое-то время изучению культуры, языков, изучение и принятие, то, что никогда нигде не все не идеально. Мне кажется... Учите языки, и все будет хорошо. Ну, как все будет? Это человек уже решает для себя, мне кажется, если все будет хорошо или нет. Но все будет трудно. Все будет трудно. Все будет тяжело. И это не про Панаму, это про любую страну. А здесь, мне кажется, гораздо проще, чем в других странах, потому что тут есть инфраструктура. Люди понимают на английском, на испанском. У меня есть знакомые, которые живут тут кучу лет, до сих пор не говорят ни на одном. И как-то живут, им очень в кайф. Они говорят, вообще не говорим ни на английском, ни на испанском. И живут здесь уже там больше 6 лет. Так что это, наверное, найти свое место, где вам комфортно. И чувствовать себя комфортно, счастливо и в спокойствии. Окей. Вот такие рекомендации от Лизы. Чувствуйте себя комфортно, ставьте, соответственно, цели, достигайте этих целей, да. И будет у вас все замечательно. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.